Друзья, всем привет, на связи Смарт. Итак, сегодня мы поговорим о Северной Салтовке. Наши сюжеты подходят к концу. Еще помимо этого сюжета осталось 4 дома. Сегодня мы поговорим о Наталье Ужвій, 96, который находится на Северной Салтовке 4. В этом доме слишком много проблем. Дом рушится. Дом состоит из 2 частей подъездов. Первый подъезд цел, второй подъезд частично разрушен. Совсем недавно здесь произошел обвал. Рабочие, к сожалению, очень медленно делают ремонт, медленно делают демонтаж. Часть балконов, балконный стояк может рухнуть в любую минуту. Он держится на скобах, которые сделали строители. Ситуация в этом доме очень тяжелая. Слишком много вопросов, но нет на них ответов. Жильцы в замешательстве, и они не знают, когда в этом доме что-то произойдет. Когда произойдет ремонт. Когда произойдет нормальная комиссия. Жильцы боятся, что даже после ремонта здесь будет жить опасно в этом доме. Все это и многое другое вы услышите в нашем сюжете. Так что ставьте чай или кофе и погнали. Мы жильцы Натальи Ужвій, 96, я говорю. Хотим спросить у наших властей, я говорю, где нам жить и какие перспективы в этого дома. Что собираются делать, почему нам нету никакой информации, я говорю. Мы за это очень переживаем. Уже прошло длительное время, но толку у нас никакого, я говорю. Пусть нам объяснят, я говорю, или финансов нету, или работников нету, я говорю. Но у нас, я говорю, очень больной вопрос для всех, я говорю. Что нам делать? И с кем нам надо бороться, я говорю, чтобы нам попасть в этот дом. Мне тоже вопрос к городским властям района Киевского. Где нам жить и что будет с дальшим домом? Старики не могут снимать квартиры и за свою пенсию существовать. Вот хотим знать, как жить, когда будет экспертиза, когда будет поставлена точка, дом подлежит восстановлению или не подлежит. И что дальше нам делать? Мы хотим информацию. Информации мы вообще никакого не получаем, потому что мне кажется, я говорю, что всем наплевать на то, что я понимаю, что сейчас тяжелое время, что война идет, я говорю, ну пусть же и нас немного поймут, я говорю, нам что делать? Хотілося б знати, Ігор Олександрович Терехов знає, що у цьому будинкові 2 сторони, перший і другий під'їзд. Перший розрушений, ну, частково, можна сказати, а другий повністю. Повністю тому я кажу, що було попадання у квітні 22-го року, а у липні 23-го року рухнула сторона 2-кімнатних квартир з 12-го по підвал. Дивіться, це вже случилася, ця ситуація після експертизи. Мені б хотілося свою квартиру 4-кімнатну на 9-му поверсі подарувати експертові, який написав, що цей будинок пригоден для встановлення. Якщо в нього 1-кімнатна квартира, я з превеликим удовольствием піду у його 1-кімнатну. Пускай він поживе з цими людьми, для яких він закрив очі на всі ті невзгоди, які там є у будинкові. Написав, що дім придатний. Придатний дім – це там, де є криша. Придатний дім – там, де опалювався всі ці 2 роки. А не так, як у нас в першому під'їзді є електричество, а в другому немає. Я не можу вивезти свої навіть недогорівші речі, тому що перед війною я порвала м'язи, я носити не можу. Також я не працюю зараз. Бізнес мій також стоїть, тому що страхуванням ніхто зараз не інтересується. Всі побачили, яка ситуація, коли прийшла у наш дім, у наше місто війна. Ми бігли від селя не тому, що хотіли поїхати за границю, не тому, що нам було де жити. Ми бігли із сходу на захід України тільки для того, щоб наше серце, наші голови спасти від того, що ми почули 24 лютого у 5 ранку. Це був жах. Жах. І я вам скажу,
Я лежача дитина із малою дитиною 6-місячною. За 5 хвилин вискочила в коридор і тільки чули, як хлопають двері. Просто хлопають двері. Люди вискочили, хто в чому був. І поїхали з цієї Салтівки. На превеликий жаль, ми лишили свого кота в надії, що через 2 дні ми сюди повернемося і зможемо його оприділити туди, де він не буде нікому мішати. Бо ті люди, що нас приютили, вони мали алергічні наслідки після своїх маленьких питомців. І попросили нас якось так зробити, щоб ми приїхали, без котика. Так я вважаю, що сьогодні кожен з нас, кожен з присутніх тут має право задати питання. І наш мер, депутати, хай не закривають очі, хай про цю проблему розказують, хай дивляться 100% на ті споруди, які дійсно зруйновані. І ви розумієте, будинки простояли по 35 років, а їх беруть, монтують кусочками якихось железяк, ставлять матеріали, ці, що зараз облегчені, але вони ж не дадуть того конструктиву. Скажіть, будь ласка, хто з них підпишеться і хто з них не зміститься із посади, коли цей дім здадуть і скажуть, що йдіть в нього жити? Ми чекаємо. Мешканці будинку по Наталії Ужвій, 96, другий під'їзд, чекають на відповідь від нашого мера, а також від стройкомпанії, яка вже 4,5 місяці від 3 робітників до 10 робить відомість, що будинок ремонтують. І на сьогоднішній день, навіть те, що є у жильців у квартирах, вони не можуть його винести, вивезти, бо щоб найняти молодих, здорових, які можуть по ступенькам носити, це дуже великий кошторис. І потім зняти місце, де можна якось або відмити, або привести до ладу, або перебрати хоча б те, що лишилося, потрібно також кошти. І не дуже хто хоче погорільців пускати у свої якісь склади, або гаражі, або ще куди-то. Нам потрібна допомога, дійсна допомога, не тільки матеріальна. І щоб вся країна знала, що ми зупинили навалу своїми будинками, своїм житлом. Жити нам тепер ніде. І я більше впевнена, що ті, хто не бачили того, що бачили ми, можуть сказати: дівчата, та йде війна, що ви хочете? Та де ми візьмемо кошти? Ми не кошти просимо, ми просимо відноси і просимо справедливу експертизу. Так сложилось, что я дитё родила в военное время. А еще сложилось еще хуже, что мне некуда его привезти, потому что наш дом полностью разрушенный. Эта квартира наша вот для семьи, для моей семьи, была приобретенная незадолго до войны. Ее разрушили. И мы не можем жить в своем доме. Мой ребенок живет где-то у семьи, которая нас приютила, в другом районе, в более безопасном. А свой дом он не видел. Мы очень хотим получить какой-то ответ. Когда, что будет восстанавливаться. Нам никто ничего не говорит. Нам не делают даже экспертизы, чтобы понять вообще, на каком свете мы, на каком свете наш дом. Какие обрушения. Когда нам писали, что это 60% обрушений, то их сейчас гораздо больше, потому что есть новые обрушения. Нам некуда идти, у нас нет своего жилья. Нам нужна очень помощь, нам хотя бы нужен ответ, когда нам восстановят, будут ли восстанавливать, дадут ли нам эти сертификаты, какое-то жилье взамен на наше жилье. Когда мы начнем жить, а не просто существовать у тех людей, которые нас приютили. Очень хочется получить экспертизу. Очень хочется, чтобы нас увидели. До этого уже говорили. Мы действительно как призраки. Мы как бы есть, но нас нет. Мы где-то разбежались, кто где успел спрятаться и кого где приютили. Кто-то снял
Пожалуйста, обратите на нас внимание. Мы очень хотим домой. Мы очень хотим получить какой-то ответ. Когда наш дом отстроят, либо дадут нам какой-то уголок, наши какие-то квадратные метры, которые мы зарабатывали здесь трудом и стремились жить, и работая, зарабатывая, делая ремонт, и мы хотим жить в своих домах, гулять на своих детских площадках, собираться здесь мамочками, детьми, колясками и просто жить, улыбаясь. Вот этот стояк, который очень большое обрушение, и когда у нас хотела сказать по поводу экспертизы, когда провели, сказали, все нормально. И 18 числа мне позвонил прораб, точнее даже прислал мне фотографию. В 8 утра, говорит, извини, говорит, у нас тут прошли обрушения. И это был ужас, когда просто все вот эти квартиры, они полностью сложились, все перекрытия, все, ушло в подвал, ушло ко мне в квартиру. То, что потерялось имущество, а дом простоял 1,5 года, об этом никто не сказал. Это то, что вот ты жил хотя бы с той надеждой, что у тебя восстановится дом. И когда я в этот же день встретила наших властей, я ему говорю, вы в курсе, что у нас вообще обрушился дом, стояк? Мне сказали, нет, мы ничего не знаем. Никто ничего не знает. Ну ничего страшного. Ну скажите мне, пожалуйста, как я могу? У меня мама, которая 82 года, находится реально в доме престарелых на сегодняшний день. Она эвакуировала. И еще 2 жительницы с нашего подъезда. То же самое, их эвакуировали. И дочка у меня, которая 11 лет. Как я могу прийти в этот дом, оставить их одних, не боясь за их жизнь? А если оно обрушится еще через энное количество времени? Ну так невозможно дальше находиться в этих домах. Они просто рушатся. Дальше, дальше и дальше. Им предлагают койко-место в общежитии. Койко-место стоит 1500. Даже если у человека пенсия 2,5, с каких делов он должен заплатить за это койко-место? Здесь вообще никто не появляется. Нас вообще этот дом, как будто бы его не существует. И городские власти на нас, не буду говорить плохое слово, я говорю, тоже не обращают внимания. Кого мы должны спрашивать? А то, что звоните, я говорю, предлагают эти койко-место, где полно прусаков, этих мышей, я говорю, всего остального. Как можно жить в таких условиях? Как? Вот вы мне скажите. И люди, которые живут кругом, они этого не понимают. Есть районы, которые вообще не затронуты. Я говорю. Но там у них, я говорю, делают цветочки, делают все. Я говорю, а здесь вы посмотрите, хуже Чернобыля. Здесь вообще сюда никто не появляется. Почему к нам такое отношение? За что люди должны страдать? За что, вы мне скажите? Вот я в 70 лет осталась без ничего. Ни в детей у меня ничего нету, ни у меня ничего нету. Также всех остальных, я говорю, разного возраста в нашем доме живут. С детьми, с маленькими, я говорю. Что, я говорю, выгорело, остальное, я говорю, разворовали. Тоже, я говорю, милиция на это не обращает внимания. Ну, обворовали тебя, ну и ладно, я говорю. Прошло уже сколько год, ну и бог с вами. Просто такое халатное отношение, я говорю, вообще, я говорю, ну почему вы мне скажите? Почему? Итак, мы решили отправиться внутрь дома. Для того, чтобы посмотреть на квартиры жильцов Натальи Ужви, 96. Наш осмотр начался с 14 этажа. И первая квартира, которую мы увидели, это соседи Лидии Федоровны на 14 этаже. Она сгорела полностью, как и многие квартиры в этом доме. В этой квартире вы можете увидеть, как укрепили потолки, для того, чтобы они не рухнули. Выглянув наружу, я увидел часть разрушенного дома. И, к сожалению, балконный проем тоже поврежден. Балконные проемы могут рухнуть в любой момент, и жители этого дома об этом знают. Строители пока не демонтировали балконные проемы из-за того, что может рухнуть вся конструкция и упасть на кран. Это вы увидите чуть-чуть позже. Друзья, а теперь давайте вернемся к квартире. Здесь был сильный пожар. И здесь вы можете увидеть большие микротрещины, которые пошли по всему потолку, по стенам. И такая картина в каждой квартире. Дом находится в аварийном состоянии.
И жильцы об этом кричат вовсю. Но, к сожалению, их никто не слышит. Хотелось бы заметить, что некоторые СМИ уже снимали этот дом, но сюжеты они так и не показали. Ну а я продолжу давать слово людям. Походу недавно, потому что мы были здесь месяц, тут ничего, я сейчас посмотрю, что там с тобой интересно стоят. Мы просто убирали, Туалет. вынесли просто со своей. Вот, кухня. Кухня тоже было попадание. Плитки, все поотлетало. По крайней мере, здесь убрано. Так. Такая дырка. Тут реально отошло. А тут балконы, да, вот так вот. Реально балкон вот это. Они ж поэтому и боятся разбирать сейчас вот эту часть и боятся за свой кран, потому что если они вот тут начнут снимать, вот это вот рухнет еще и на кран. Представляете, а как мне теперь медленно? Жесть. Да, тут везде трещины. Где остались здесь вещи? Ну, на балкон. Пойдемте. Я буду очень аккуратно. Там провалы, Да. Есть туда. Давайте такие все вместе. Да, всем весом. А это ваше, да? Нет, моя та кружка. Ну, у меня ключик только балкон. Видите, здесь уже реально опасно находиться, потому что от веса может все завалиться. Сережа, да, все, давай. Да. Вот так. Здесь это выглядит. У меня кактус. Вот такая вот фигня. Вот так вот, видите? Жесть, вот это яма. Как это ремонтировать, я не знаю. Люди добрые, напишите в комментариях, реально ли что-то здесь делать, или здесь нужно разбирать. Вырезали нам стояки. Причем сказали, у кого унитаз не снимается, ну, будем разбивать кувалдой. Кто успел, снял целый, кто нет, разбили. Вот все повырезали. 12 по 16 этаж. Ну, да. И все ушли потом. Жесть. Я говорю рабочим, дайте нам корыто свое. Так вот. Они говорят, 400 гривен человек. Я говорю, хорошо, я согласна, чем тут не ходят. Да, потом говорят, хорошо, еще платить. Я говорю, хорошо, заплачу. И тут еще он говорит, по технике безопасности не положено. Ну, в общем, да. Нет, Такой лютый трэш. они что-то разобрали. Тут четверожек нет, тут остались только балконы. Все. Сейчас. Так, здесь все разобрано. 15-16 этаж разобран. Так вот это 6. А это уже чердак. Вот так. Чердак, и вон 16 этаж. Жесть. После того, как мы поднялись на 15-й, затем на 16-й этаж и сняли тот ужас, который вы видели на предыдущих кадрах, мы решили пойти чуть ниже и посмотреть на квартиры. Здесь мы увидели
обвалы, обрушения. Некоторые плиты устояли, некоторые квартиры все еще целы. Очень жалко людей, которые оказались в этой ужасной ситуации. Они оказались заложниками ситуации, в которой, собственно, они находятся. Вот так выглядит этот обвал, который идет с последнего этажа по самый первый этаж. Нашли, слепили. А дверь тут сгорела дотла, как и не было ее никогда. Это наша квартира, в которую мы с ребенком так и не попали. Здесь, да, стены остались, они стоят, но от этого, к сожалению, не легче, потому что оно все непригодное к жизни и обгоревшее, и от этого очень страшно, то, что мы сюда не можем прийти. Оно все занедбанное, непригодное. Здесь начали что-то делать строители, вот они вырезали тут стояки, но на этом пока что все остановилось. А там сантехнику тоже сняли. Вот мы все обрадовались работы, которые здесь начали проводиться. Вытащили все стояки. Вот, мы с мужем здесь вынесли, правда, весь мусор, который здесь был. Здесь было все в камнях, все в строительных принадлежностях. И Треснулось. вот, да, там четырехкомнатная, которая сгорела, здесь, по ходу от огня все это треснуло. Получается, когда мне рассказывал прораб, что благодаря вот этому, что оно стало вот так, дальше не посыпались эти. И что делать с этим углом, он тоже не знает. Ага. Вот. Интересно, что не знают строители, как это все отремонтировать. Что тут делать? Да, они когда начали сантехнику, Да. вот скобу, посмотрите, когда вот чем они укрепили. Укрепили, чтобы не пошли балконы вниз. Ага. Это при том, что прораб мне неделю назад я с ним общалась, он мне рассказывал, что я говорю, вы тоже вот такими скобами будете нам укреплять? Он, вы что, я ими не пользуюсь, мы укрепляем вот чем-то вот таким. Ну, это временно, понятно, что временно. Ну, да. Я думаю, будут они вообще убирать их. Они посыпятся, они что-то... Они что-то Господи, что я даже перебывал. Пойдемте в вашу квартиру. Вот, они же дверь вырубили, потому что не могли открыть. Видите? Мародеры тут еще добавили. Мародеры. Да, а тут у меня мышки живут. Это они все поснимали, видите, даже верхи в холодильнике. Все поразбирали. Вот видите? Мародеры, да? Да, ну вот, зайдите на кухню. Сереж, снимешь вот эту штуку. Да, сейчас. Явно видно, что тут рвали. Да, да. Вот видите, с печки, все поснимали. Ой-ой-ой. Все, вон с холодильника новый только купили, вот он. Угу. Все поснимали. Да. Вытянули, если бы могли. А он и был вытянутый, это мы уже на место поставили бы нельзя, оно все было и лежало. Они все поснимали. Тут тоже все снято. Тут тоже ничего нету, видите, поставила кастрюлю на дырку, чтобы хоть эти меньше лезли. А тут освободили все, что можно со шкафов. Ни телевизора, ничего, все пусто. И тут же так же самое. Все шкафы пусты. Это не шкаф осталось, а только постельная, видно, не нужна. Ну так, все везде пусто. Нема ничего. Так, Ого. так всем до первого этажа не повезло. То есть это дырка до первого этажа, да? Да, вот это сверху все полетело. Теперь люди будем искать свои вещи. У меня там тумбочка по телевизору была. А никто не погиб? А никто не пострадал, потому что, слава богу, вечером случилось. Ага. Вот. А я как раз в этот день вот здесь вот ковырялся на паркет. Сошибал, который залило. Да, чьи-то покрывала, диваны.
Заливает. Чья-то жизнь. Чья-то жизнь. 7 этаж. Вот такая ситуация под домом Натальи Ужвий, 96. Как вы могли увидеть, квартир сгорело очень много. Много разрушений. И я надеюсь, что на жильцов обратят внимание. И жильцов этого дома наконец-то услышат. А строители все-таки найдут решение, как все это отремонтировать и сделать дом пригодным для жизни. На этом у меня все, друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Хотелось бы попросить вас подписаться на наши соцсети, ведь в соцсетях я публикую материал, который не попадает в наши видео. Хотелось бы попросить вас поставить палец вверх под этим видео, сделать репост, подписаться, ведь впереди будут и другие сюжеты. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч, друзья.